Давайте на минуту представим, что существует такой GPS, который не просто показывает дорогу, а буквально меняет ландшафт перед нами, защищает от жары и даже согревает ночью. Звучит как научная фантастика, правда? Но именно такую систему мы сегодня и разберем, погружаясь в главу Торы «Бешалах». И поверьте, это не просто древний текст, это, по сути, инструкция к навигатору, который может оказаться актуальнее любого современного приложения. И вот он, главный парадокс нашего времени. У нас же в кармане карты всего мира, мгновенные маршруты, советы от нейросетей. Мы можем проложить путь куда угодно, но почему-то все чаще чувствуем себя совершенно потерянными в собственной жизни. Мы буквально погребены под ипотеками, проектами, дедлайнами. Мы точно знаем, как добраться из точки А в точку Б, но все меньше понимаем, а куда мы вообще-то идем. Давайте попробуем разобраться, как древняя мудрость об облаке и огне может дать нам ключ к этому состоянию. Итак, первая часть — потерянный в мире навигаторов. Давайте-ка копнем чуть глубже и посмотрим, где именно наши современные такие идеальные карты дают сбой. Знаете, вся история исхода начинается с выхода из Египта, но тут есть один очень важный нюанс. На иврите Египет — это Мицраим, что дословно переводится как «узкое место» или «теснины». Это не просто география, это состояние души. Это наша так называемая зона комфорта, наша предсказуемая, хоть и не свободная работа, наши устоявшиеся привычки. Место, где все понятно, но тесно. И вот когда мы вырываемся из этой тесноты на простор свободы, тут же возникает главный вопрос: а куда теперь? Для этого и был дан тот самый божественный GPS. Переходим ко второй части — божественный GPS, облако и огонь. Как же выглядела эта система, предложенная для навигации в этой огромной, пугающей свободе? Вот ключевой отрывок. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». И поймите, это не просто какой-то красивый поэтический образ, нет. Это описание абсолютно реальной круглосуточной системы навигации, которая работала без сбоев. Но ее функции были намного шире, чем просто указывать направление. Только посмотрите на это! Это же не просто маяк. Древние комментаторы объясняют, что облако буквально выравнивало путь, готовило дорогу, убирало змеи и скорпионов. Оно было как гигантский кондиционер в пустыне, защищая от палящего зноя. А огненный столб ночью был не только фонарем, но и обогревателем. То есть это была система тотальной заботы, а не просто дорожный указатель. И вот тут мы подходим к самой сути, к ключевой идее всего нашего разбора, к фундаментальной разнице между тем, чтобы следовать по карте, и тем, чтобы путешествовать с проводником. Вот оно. Это ключевое различие прямо перед нами. С одной стороны, карта — это закон, это набор правильных статичных инструкций, это текст на пергаменте. А с другой стороны, проводник — это присутствие, это живые отношения, которые адаптируются к любой ситуации. Это живой голос в сердце. И в идеале, конечно, нам нужно научиться пользоваться и тем, и другим. Чтобы это стало совсем понятно, есть одна блестящая аналогия. Представьте, одно дело дать ребенку подробную карту, как дойти до школы. Это инструкция. Она правильная, четкая, но совсем другое дело взять ребенка за руку и пойти вместе с ним, реагируя по пути на светофоры, машины, прохожих. Это уже присутствие. И вот что поразительно. Просто вдумайтесь. В тот момент, когда они вышли из Египта, у них не было карты. Тора, свод законов, еще не было дана на Синае. У них был только проводник. Послание было предельно ясным. Не просто читайте инструкцию о жизни, смотрите на меня и живите в реальном времени. Хорошо, но что делать, если проводник вдруг решает остановиться? И это подводит нас к четвертой части — искусство ожидания под облаком. И, возможно, это самый сложный урок из всех. 19. 19 лет. Только представьте себе эту цифру. По некоторым подсчетам, именно столько длилась самая долгая остановка в пустыне. Можете себе представить? Мы полны энергии, у нас есть цели, амбиции, а проводник, наше облако, просто стоит на месте. Год, второй, 10-й, 19-й. И вот именно в такие моменты и происходит настоящая проверка веры. Мы ведь как привыкли думать, пауза — это провал. Если ничего не происходит, значит, мы делаем что-то не так, или о нас просто забыли. Но эта история учит нас чему-то совершенно обратному. Неподвижность облака — это тоже руководство. Остановка — это тоже часть маршрута. Как, например, в этой истории. Один успешный бизнесмен был в ярости, потому что его важнейший проект заморозили на 2 года. Он считал это катастрофой. А потом осознал —
Эти 2 года неподвижного облака позволили ему впервые по-настоящему узнать своих детей. Детей, которые росли, пока он строил свою империю. Иногда остановка нужна, чтобы мы не пропустили главное. Конечно, все это звучит очень красиво, но как это применить к нашей жизни? Сегодня у нас ведь нет над головой буквального облака. Как распознать этот сигнал в 21 веке? Давайте посмотрим. Оказывается, мудрецы предлагают очень простую, но в то же время мощную систему из 3 фильтров, чтобы проверить, от Бога ли то или иное решение, та или иная мысль. Давайте их разберем. Итак, первый фильтр — это шалом, или внутренний мир. Если какое-то решение, даже самое логичное, приносит в душу смятение и тревогу, возможно, это не тот путь. Второй — это слово и дух. Внутреннее побуждение не должно противоречить вечным принципам, изложенным в Писании. Проводник никогда не спорит с картой. И, наконец, третий — кигила, голос общины. Мудрый совет от людей, которым мы доверяем, часто бывает тем самым подтверждением правильности пути. И к чему же мы в итоге приходим? К тому, что каждый из нас прямо сейчас находится в своей собственной пустыне. Мы уже не в Египте старых проблем, но еще и не в земле обетованной наших мечтаний. И именно здесь, на этом пути, проверяется главное, на что мы на самом деле полагаемся, на свою идеально составленную карту или на живое присутствие проводника. И в конечном счете выбор, который стоит перед каждым из нас буквально каждый день, он вот такой. Отпустить иллюзию полного контроля и довериться проводнику или судорожно цепляться за свою карту, пытаясь все просчитать до мелочей. Ведь настоящая безопасность, она не в знании маршрута, а в личности того, кто идет рядом. Какой выбор сделать?